Привет, друзья! Веру Фишер в латиноамериканском мире зовут богиней, птицей Феникс. В 2001 году на экраны вышел сериал «Семейные узы», где одну из главных ролей сыграла королева бразильского мэла Вера Фишер. Чуть позже ее пригласили на роль в «Клоне», который закрепил успех статной модели блондинки. Мало кто знает, что два ключевых сериала в судьбе красавицы-актрисы случились после нескольких лет забвения и наркотической зависимости. На долю актрисы выпало немало трудностей в личной жизни и в профессиональном плане, но она выстояла. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как звезда бразильских теленовелл Вера Фишер разрушила свою жизнь и ворвалась на вершину славы, как она живет и сколько зарабатывает. Вера Лусия Фишер родилась 27 ноября 1951 года в бразильском городке Блуменау. Ее семья много лет назад эмигрировала из Германии. У отца Эмиля был свой магазин, а мама, Хильдегард, в молодости мечтала о карьере актрисы и даже устроилась в местный театр. Но когда родились дети, ушла со сцены и стала домохозяйкой. Единственной дочери Хильдегард такой судьбы не желала. Та, по мнению матери, должна была пойти учиться в театральный. Но наследница поступила иначе и отправилась на местный конкурс красоты, который выиграла легко, став мисс Санта-Каталина 1969. Девушку стали узнавать в родном городе. В отцовский магазин, где подрабатывала молодая артистка, стали приходить поклонники, готовые потратить любые деньги, только бы несколько минут побыть рядом со знаменитостью. Но настоящий успех ожидал Веру позднее, когда она отправилась представлять родную Санта-Каталину на государственном конкурсе красоты «Мисс Бразилия». Красота и артистичность Фишер помогли выиграть престижный конкурс, и о ней заговорила вся страна. Она постоянно снималась для глянца, посещала светские мероприятия, но втайне мечтала об актерской карьере. Тут надо понимать особенности бразильской киножизни. Победа в конкурсах красоты автоматически открывает победительницам дверь в мир кино. Красавицам всегда найдется, если не главная роль в полном метре, то съемки в сериалах точно. Вот только продюсеры не видели таланта у обаятельной блондинки и отказывали Вере в ролях. Однажды один из режиссеров сделал Вере поистине унизительное предложение, пригласив ее сниматься в эротических картинах. Любая другая юная особа отказалась бы от такой работы, но Фишер с юности привыкла воспринимать все происходящее как полезный опыт, и Вера решила попробовать. Пробовала будущая звезда больше 3 лет, пока не познакомилась на съемках с актером и кинорежиссером Перри Салисом. Эта встреча была вспышкой страсти, любовью с первого взгляда, солнечным ударом. Через день парочка уехала отдыхать за город, а через неделю начала жить вместе. Конечно, сыграть свадьбу было логичным продолжением этого романа. Перри был старше Фишер на 13 лет, но Вере никогда не нравились ее ровесники. В 1979 году у пары появилась дочь Рафаэла. По случаю рождения малышки семья купила дом, подумывала о том, чтобы чуть позже завести второго ребенка, но все изменила одна встреча. На съемках телесериала «Мандала» актриса знакомится с Филиппе Камаргу. Ему 30, Вере 37 лет. Роман вспыхивает с такой силой, что хоронит под собой и семью Фишер, и отношения с Перри. Большая бразильская страсть. Уже через 3 месяца пара играет свадьбу, а спустя год у них рождается сын Габриэль. Этот скоропалительный роман не дал влюбленным понять и осмыслить, а подходят ли они вообще друг другу. Привыкшая жить вольно, Фишер по требованию ревнивого супруга оставляет модельную карьеру, меньше снимается в кино, да и то только в том, где играет ее супруг. Пара постоянно ссорится, причем нередко доходит до скандалов и драк. На съемки Вера приходит с огромными синяками, которые по 2 часа замазывают гримеры. Предложений о новых ролях поступает меньше, боль невостребованности разъедает душу. Фишер пытается найти успокоение в бутылке, а потом пристращается и к наркотикам. Я не воспринимала это серьезно. Думала, ну подумаешь один раз, что будет с него, зато мне станет легче. Потом был еще один, и снова, и снова. О том, что я настоящая наркоманка, мне сообщила мать, которая просто не могла смотреть на то, как я качусь на дно, рассказывала Фишер в своей автобиографии. Осознав, что причина всех ее страданий Филиппе – тиран, называвший ее старой и бездарной, манипулирующий ею, и первый, кто предложил ей наркотики, Вера решает развестись с мужем, хотя бы ради спасения себя. После мучительного разрыва Вера на несколько недель погрузилась в наркотический угар. По-другому боль от развода с главной любовью своей жизни она вытерпеть не могла.
Вытащить ее из ада помог бывший супруг, отправивший ее в реабилитационный центр от наркотической зависимости. Находясь на реабилитации, красавица узнала, что Филиппе подал в суд на признание его единоличным опекуном над сыном. Мол, мать ребенка опасна как для общества, так и для своего малыша. Фишер позже назвала это время самым черным в своей жизни. Чтобы победить зависимость, будущей звезде семейных уз потребовалось больше 3 лет. После каждого очередного скандала с бывшим мужем красавица срывалась, чтобы потом снова уехать в клинику. Она прошла программу «12 шагов», которая позволила ей не просто избавиться от зависимости, но и многое понять о себе. Идти, несмотря ни на что, вперед, даже если упал, даже если нет сил, идти. Так что мы еще посмотрим, кто тут катится на дно, говорила о себе Фишер. Вера продает машину и на вырученные деньги делает себе пластические операции – блефаропластику, липосакцию, увеличение груди. Из клиники эстетической медицины Фишер вышла другим человеком. Через полгода ей поступает предложение сыграть в сериале «Семейные узы», который молниеносным лифтом поднимает ее на звездный небосклон. Участие в теленовелле обеспечило подписание нового контракта с Глобу сроком на 10 лет. Новая волна популярности делает снисходительнее и суд. Он разрешает актрисе видеться с сыном Габи раз в месяц. Только спустя 5 лет королеве бразильских сериалов удастся добиться равной опеки над наследником. А тем временем ее карьера продолжала идти в гору. Спасибо сериалу «Клон», благодаря которому она стала знаменитой не только в Бразилии, но и за ее пределами. Фишер досталась роль соблазнительницы Ивети, которая влюблена в богача Леонидаса. Фишер снова стали называть секс-символом, будто не обращая внимания на возраст звезды, которой тогда было уже 50. В 49 лет Вера впервые снялась для обложки Playboy, словно пытаясь доказать хейтерам, что ее рано списали со счетов. Так Фишер, сама того не ведая, задала тренд на зрелую сексуальность. Местные таблоиды много писали о ее романах с молодыми ухажерами, публикуя фото их отдыха на местных пляжах, романтических посиделок в ресторанах, но сама Вера не комментировала ни одни свои отношения. В 21 веке Фишер обзавелась агентом, который ведет страницу знаменитости в Инстаграме, публикует фото актрисы в компании детей, друзей и коллег, кадры из проектов, составляющих ее фильмографию. Казалось бы, вот наконец жизнь вошла в нужную колею, но Фишер вдруг резко пропала с телеэкранов. Моя роль в сериале «Георгий Победоносец» была максимально неинтересной и скучной. После этого мне ничего больше не предлагали, поэтому я ушла в театр. Увы, там не платят так, как на ТВ. В этот период я стала грустить, набирать вес и впервые ощутила свой возраст. Ощутила, что не так нужна зрителю, рассказала звезда в интервью. Сейчас Фишер периодически играет в сериалах, но о прежнем успехе речи не идет. Но мы же помним, что Вера непотопляема, поэтому теперь с помощью Инстаграм активно зарабатывает на рекламе. Рассказывает о новинках косметики, купальниках, средствах для волос. Для начала следует сказать, что в телекомпании Глоба есть 15 актеров первого эшелона. Многие из них стояли у истоков Глоба, поэтому нынче имеют статус ветеранов и по праву заслужили те немалые деньги, которые получают. В число этих людей входит и Вера Фишер. Она получает 100 тысяч реалов в месяц, когда снимается в новелле, и 50 тысяч бразильских реалов, когда пребывает в творческом отпуске, что составляет в российских рублях чуть более 1 миллиона 400 тысяч и 700 тысяч соответственно. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!